Привет, ребята! Понимала ли публика когда-нибудь по-настоящему, что скрывалось за улыбкой Чингука? Или за ней скрывалась тихая, подавленная ревность, тщательно спрятанная, аккуратно контролируемая, ожидающая подходящего момента, чтобы вырваться наружу и незаметно поколебать понимание миром внутренней динамики BTS, особенно их связи с Uyghur Squad? Этот вопрос возник не внезапно и без причины. Напротив, он медленно нарастал со временем, проявляясь с удивительной силой, словно заставляя каждого, кто годами следил за BTS, остановиться, поразмыслить и переосмыслить версию событий, которая долгое время принималась без вопросов. Идею, которая изображает гармонию, стабильность и нерушимые связи, но может упускать из виду эмоциональную сложность, скрывающуюся под поверхностью. На протяжении многих лет Чингук был известен как «Золотой Макне». Жизнерадостный, яркий, бесконечно энергичный и полный смеха. Он всегда казался комфортным, естественным и непринужденным в окружении участников BTS, включая Ким Тэхёна, Ви. Их дружба часто считалась одной из самых чистых в группе. Но за этим хорошо известным образом начали разрастаться слухи. Слухи, которые становится все труднее игнорировать. Они появляются фрагментарно, короткие заявления, мимолетные выражения лиц, моменты во время прямых трансляций или небольшие взаимодействия, которые когда-то казались тривиальными, а теперь ощущаются необычайно наполненными смыслом. Неизбежно возникает вопрос: фанаты просто слишком много додумывают до безобидных моментов, или это первые признаки более глубокой, сложной эмоциональной реальности? Отношения между Ви с BTS и группой Uyghur Squad давно находятся в центре внимания публики. Uyghur Squad, в состав которой входят Пак Саджун, Чхве Ушик, Пикбэй, Пак Хён Сик и Тэхён, представляют собой гораздо больше, чем просто группу друзей. Они символизируют эмоциональный мост между мирами музыки и актерского искусства. Их связь кажется прочной, искренней и глубоко укоренившейся. Всякий раз, когда Тэхён появляется в компании Uyghur Squad, публика видит проявление тепла и искренности. Смех льется рекой. Объятия происходят без стеснения. Язык тела передает комфорт, близость и свободу, зачастую громче, чем слово. Эти моменты создают образ безопасного пространства, не похожего на строго структурированный мир жизни айдолов. И именно здесь начинают возникать вопросы, особенно когда камера поворачивается к Чингуку. Чингук занимает уникально деликатное положение в этой динамике. Он не является членом Uyghur Squad, но его отношения с Тэхёном, несомненно, глубокие. Они выросли вместе внутри BTS, разделяя годы тренировок, переживая давление дебюта, преодолевая критику и достигая беспрецедентного мирового успеха бок о бок. Такой общий путь создает связь, которая выходит за рамки дружбы, она становится эмоциональной историей. С психологической точки зрения, отношения, сформированные благодаря длительным жертвам, часто несут в себе глубокое чувство эмоциональной привязанности. Не в смысле собственничества или нездорового чувства принадлежности, а как естественное следствие совместного прохождения через годы становления личности. Когда вы растете с кем-то, его присутствие становится частью вашей эмоциональной основы. Что же происходит, когда этот человек начинает искать другой эмоциональный дом в другом месте? В другом кругу, где он кажется столь же счастливым, возможно, даже более расслабленным, более экспрессивным, более свободным? Некоторые фанаты начали замечать небольшие моменты, которые раньше ускользали от внимания. В некоторых прямых эфирах Чингук казался необычно тихим, когда заходила речь о Uyghur Squad. Наступала короткая пауза, едва заметное изменение выражения лица, легкая улыбка, за которой следовала быстрая смена темы. Эти моменты были короткими, почти незначительными, но эмоционально заметными для тех, кто внимательно смотрел. В другом случае, когда Тэхён с энтузиазмом рассказывал о своих занятиях с Uyghur Squad, камера на мгновение запечатлела реакцию Чингука. Это был не гнев, не грусть, не разочарование. Это было нечто более сложное для определения, смесь эмоций, которая казалась необработанной, сдержанной и глубоко человеческой. Это была ревность. Или просто эмоциональная усталость, неправильно понятая и усугубленная вниманием общественности? В социальной психологии ревность в близких дружеских отношениях
Это признанное и хорошо задокументированное явление. Когда человек чувствует потенциальный эмоциональный сдвиг или угрозу в ценных отношениях, такие чувства, как ревность или неуверенность, могут бессознательно проявляться. Это не свидетельствует о слабости или незрелости. Напротив, это подчеркивает, насколько важны эти отношения на самом деле. В случае с Чингуком и Тэхёном эмоциональная ценность их связи огромна. Они не просто участники группы или коллеги. Они служили друг другу эмоциональной опорой на протяжении подросткового и взрослого возраста. Тем не менее, публика часто ожидает от айдолов преодоления подобных эмоций, бесконечной зрелости, поддержки и невосприимчивости к неуверенности. Это ожидание создает внутренний конфликт. Как мировой айдол, Чингук находится под огромным давлением, требующим от него сохранять самообладание. Если чувство ревности существует, оно не может быть выражено свободно. Его нужно перерабатывать внутри, тихо контролировать и скрывать от миллионов внимательных глаз, готовых интерпретировать каждое движение. Между тем, отношения Тэхёна с группой Уугр Сквад никогда не скрывались. На самом деле, он открыто говорит о комфорте и эмоциональной свободе, которые он испытывает с ними. Он описывает их как пространство, где он чувствует себя в безопасности, свободным от бремени и по-настоящему самим собой. Для многих наблюдателей эта открытость кажется здоровой и естественной. Но для того, кто был рядом с ним с самого начала, эта открытость может непреднамеренно вызвать чувство отчуждения. Сам Чингук открыто признавал, что он из тех людей, кто склонен сдерживать свои эмоции. Выражение внутренних конфликтов дается ему нелегко. Когда эта черта рассматривается в контексте его отношений с Тэхёном, это открывает широкое поле для интерпретаций. Является ли улыбка Чингука формой эмоциональной регуляции? Механизм преодоления трудностей, позволяющий ему двигаться вперед, не сталкиваясь с чувствами, которые еще не до конца улеглись? Со временем фанаты начали собирать старые и новые видеозаписи, пытаясь выявить закономерности. Стали заметны тонкие изменения, меньше спонтанных взаимодействий перед камерой, более контролируемая поза, более долгие паузы. Хотя эти изменения легко можно объяснить взрослением, плотным графиком или растущей потребностью в уединении, в совокупности они образуют эмоционально захватывающую историю. И все же, у этой истории есть и другая сторона. Чингук постоянно публично поддерживает Тэхёна. Он никогда не проявлял активной обиды, критики или отчуждения. Вместо этого он хвалил достижения Это подчеркивает, насколько значима эта связь. Уугр Сквад может представлять для Тэхёна другой эмоциональный мир, где он определяется не как Ви из BTS, а просто как Ким Тэхён. Друг. Личность. Чингук, чья личность давно тесно переплетена с BTS, может испытывать эмоциональную дистанцию, которая возникает не из-за недоверия, а из-за изменения контекста. BTS всегда были для него больше, чем просто группа. Это была семья, безопасное пространство и основная идентичность. Сами BTS часто подчеркивали важность эмоциональной честности и психического здоровья. Если эти ценности действительно уважаются, то любое обсуждение ревности должно вестись с сочувствием, а не с осуждением. Чингук — не персонаж дорамы. Он — реальный человек, переживающий реальные эмоции под невероятным давлением. До сих пор не было никаких официальных заявлений, подтверждающих или опровергающих эти интерпретации. Возможно, их никогда и не будет. И, возможно, в этом нет необходимости. Некоторые истины существуют тихо, в паузах, во взглядах, в невысказанном понимании. В конечном итоге, эта история отражает динамику реальных человеческих отношений. Она напоминает нам, что за гламуром индустрии развлечений скрываются люди, которые, как и все остальные, переживают рост, неопределенность и эмоциональные перемены.
По мере того, как BTS вступали в новые этапы жизни, сольные проекты, самопознание и более широкие связи, их отношения естественным образом развивались. Угр Скуат символизирует расширение Тэхёна за пределы рамок BTS. Для Чингука, чей эмоциональный мир в значительной степени строился внутри группы, этот сдвиг мог ощущаться как тихая потеря, не предательство, а перемена. Не было никаких драматических конфронтаций. Никаких публичных конфликтов. Только молчаливая адаптация. Некоторые наблюдатели предполагают, что то, что кажется ревностью, на самом деле может быть процессом отпускания, переходом от эмоциональной зависимости к более зрелой, независимой связи. Если эта интерпретация верна, то более спокойное поведение Чингука может отражать рост, а не боль. И, возможно, это самая сложная истина для восприятия публикой. Что не все истории требуют драматического завершения. Что некоторые отношения углубляются через молчание, а не через конфронтацию. В конце концов, в этой истории нет злодея. Нет разорванной связи. Есть только два человека, которые преодолевают перемены, сохраняя при этом то, что важно. И, возможно, именно эта тихая стойкость делает эту историю такой реальной и такой глубоко человечной.